Доктор, я пишу и не могу остановиться. Замечательно. Почему? Замечательно, что вы пишете. Да, но я не могу остановиться. Прекрасно. Почему? Любой писатель вам бы просто позавидовал. Но я не писатель. А кто вы? Я работаю трубопрокладчиком. Интересная профессия. Так что мне делать, доктор? В чем проблема? Ну я же говорю, что я пишу и не могу остановиться. Я все свое свободное время трачу на непонятно на что. А главное, зачем? Более того, когда я еще только сажусь писать, я уже сожалею о том, что свободное время убью на сочинительство. Все ясно. Бросьте писать. Так в том-то все и дело, что не могу. Тоже скажете, бросьте. Я не дурак, я понимаю, что нужно бросить, но как? Когда какая-то неведомая сила меня тянет к столу, я верю, что я напишу что-то важное, что-то значимое, то, что меня прославит. Честно говоря, даже стыдно вам в этом признаться. Послушайте. Но если вас так тянет писать, тогда пишите. Я лично не вижу в этом никакой проблемы. Вот у вас есть профессия? Да, я работаю трубопрокладчиком, я уже говорил об этом. Вот это ваша страсть к писанию. Она мешает вашей основной профессии? Да. Я начал систематически опаздывать на работу. Я засиживаюсь по ночам допоздна и не могу вовремя проснуться. Это хуже. Это хуже. Послушайте, а вы сделайте вот что. Бросьте работу. А на что же я тогда буду существовать? Ну, видите, вы же понимаете какие-то основополагающие вещи. Ну да, я еще понимаю, конечно. Если вы это понимаете, значит, еще не все потеряно. Так. Сейчас постарайтесь сосредоточиться на мысли, что произойдет с вами, если вы потеряете работу. Давайте сделаем это прямо сейчас. Хорошо. Что я должен делать? Думать о том, что произойдет с вами, если вы потеряете работу. Готовы? Так. Думайте. Я не смогу содержать семью. Так. А кто ваша семья? Жена, дочь, собака. Правда, еще есть любовница. Я тоже ей так изредка подкидываю денег. Замечательно. Какие вы еще видите проблемы? Я не смогу выплачивать ипотеку. Так. Автокредит. Так. А кем вы работаете? Трубопрокладчиком. И что вашей зарплаты хватает, чтобы покрывать все эти расходы? Ну, едва. Можно сказать, вы неплохо зарабатываете. Ну, честно говоря, грех жаловаться. Ну, давайте не будем отвлекаться. Итак, вы представили, что произойдет с вами, если вы потеряете работу, да? А теперь представьте, что за этим последует. Зачем? Если вы потеряете работу, вы не сможете содержать семью. Раз. Вы не сможете выплачивать по ипотеке. Это два. Вы сейчас с семьей живете в этой ипотечной квартире? Ну, в общем-то, да. Вы не сможете выплачивать по автокредиту. Это три. И что за всем этим последует? Банк отберет у меня квартиру. Раз.
У меня заберут автомобиль, и я еще останусь кучу денег должен. 2. От меня уйдет жена. Она и так не в восторге от моего графоманства. А если я потеряю работу, то уйдет наверняка. Это 3. А с кем останется сын? Какой сын? Ваш сын. У меня дочь. Неважно. Дочь. Останется с ней, а она заберет ее. Так. А кошка? Собака. Какая разница? Собаку она тоже заберет. Она ее любимица, хотя в этом есть свой плюс. Итак, вы потеряете жену, дочь и собаку. Даже если собаку мы не будем считать. А что будет с любовницей? А любовница тоже уйдет. Она в 2 раза моложе меня. Итак, 4. Если вы перестанете зарабатывать деньги, то есть работать трубопрокладчиком, вы потеряете квартиру, машину. Вас бросит жена, дочь, любовница. Вы готовы пойти на это ради того, чтобы писать? А что вы там пишете? Новеллы. Вы готовы пойти на это? Доктор, а вам не кажется, что мною пользуются? А вы о чем? О жене, банке, любовнице. Ну, в общем-то, да. То есть я сейчас должен бросить заниматься любимым делом ради того, чтобы обслуживать чьи-то интересы? Выходит так. Спасибо, доктор. Вы мне очень помогли. Я буду писать. Я буду писать. Привет. Можешь? Привет. Привет, Витя. Ну что, как ты? Нормально. Да. Как дела? Окей. Да. Что у тебя? Да, меня по-прежнему изводит одна и та же самая проблема с кредитом. Слушай, Андрей, у меня к тебе есть небольшой разговор. Да. Помнишь, полгода назад у Казихина на дне рождения я познакомился с Полиной. Потом еще поехали ко мне в загородный дом. Ты, я, она. Ну, помню. Ну, потом мы ушли с Полиной в одну комнату, ты в другую. Да-да. И А что потом было? в каком смысле? Ну,
Я и не знаю, что было потом. Вообще-то я заснул. Ну, мы с Полиной трахались. Ну, молодцы. И что? А потом она пришла к тебе в комнату. Ко мне? К тебе. Да нет, никто ко мне не приходил. Это неправда. Это правда. Да неправда это. Ну, честно говорю, это неправда. То есть ты с ней не спал? Нет, конечно. Ну, какой резон мне тебе врать? Не было. Скажи, Андрей, я отказал тебе в помощи? Не дал денег, когда тебе было нужно. Не пускал жить к себе в загородный дом, когда негде было тебе приютиться. Федь, послушай, ну, ты правда для меня очень много сделал. Я тебе за это благодарен. Да почему ты не хочешь сказать мне правду? Какую правду, Федь? Что ты спал с Полиной? Да не спал я ни с какой Полиной, ну что ты? Она же ходила к тебе в комнату той ночью. Ко мне не ходила. Ну точно тебе говорю. Ладно. Ладно. Ладно, так что у тебя там с кредитом? Понимаешь, банк поднял мне кредитную ставку. Ну, в смысле, процентную. Вот взяли и подняли. А еще это неразбериха с долларом. Я уже 3 месяца не плачу проценты. Ну, ты представляешь, они звонят мне постоянно и требуют, чтобы я выписал им доверенность на продажу своей квартиры. Ну, это нормально? Скажи. А сколько ты им остался должен? Ну, кругом бегом 45 тысяч долларов. Понятно. Я одолжу тебе 45 тысяч долларов, рассчитаешься с банком. Ты будешь возвращать мне частями. Ну, при одном условии. Каком? Ты мне скажешь правду, что ты спал с Полиной. Федь, Федь, я не спал с Полиной. Ну, я правду тебе говорю, ну почему ты мне не веришь? Федь, ну посмотри на меня, я что, похож на негодяя? Или, может, ты думаешь, что я какая-то свинья, чтобы поступать так со своим товарищем? Ты же столько для меня сделал. Ну почему ты мне не веришь? Значит, ты не хочешь рассчитаться с банком. Нет, с банком я хочу рассчитаться. Федь, я как порядочный человек не могу себя оболгать ради того, чтобы ты получил нужный тебе ответ. Хорошо. Я не займу. Я подарю тебе 50 тысяч долларов. Только скажи мне правду, что ты спал с Полиной. Федя, да... Ну, как тебе сказать? Я клянусь. Ну, всеми святыми клянусь. Ну, хочешь, я матерью поклянусь, я не спал с ней. Ладно, не кипятись. Не кипятись. Алло. Как вы заключиться, я уже иду. Да, подходи. И с Андреем познакомься, поздороваешься. У меня к тебе там маленькая просьба. И какая? Но я хочу окончательно разрешить эту ситуацию. Эти недомолвки. Если ты не против, я хочу, чтобы сейчас при Полине состоялся этот разговор. Спали, не спали. Окончательно прояснить ситуацию. Ты опять за свое. Это чушь. Может, ты ее просто не хочешь видеть? Я не хочу ее видеть. И не потому, что ты, может, что-то там себе надумал. Нет. Просто я считаю, что это глупо, Федор. Ну, ничего. Это же я делаю глупости. Так. Знаешь что, делай, что хочешь. Долбал это. Правда. Кстати, ты заметил, я оговорился. Когда я разговаривал с Полиной, я ей сказал, приходи с Андреем познакомиться. Потом поправился, поздороваться. А не во Фрейду ли оговорочка? Как думаешь?
Что бы это значило? Фенька, я думаю, что это значит, что я с ней не спал. А еще, Федя, это значит, что ты сам не веришь в эту чушь, которую сейчас городишь. А может, я хочу верить в то, что ты с ней не спал. Просто ебнулся. Я просто хочу понять. Привіт. Привет. Поїхали. Поліно, я навмисно закликав Андрія зараз, щоб разом від вас обох почути відповідь на дуже важливе і дуже тяжке для мене запитання. Яке запитання? Пам'ятаєш ту першу ніч, коли ми поїхали до мене додому разом з Андрієм? Ну, Ти спала з ним? я ж тобі вже відповідала на це запитання. Скільки можна мене запитувати? Я з ним не спала. А ти що скажеш? Що за принизливі запитання? Я скажу то же самое. Я с ней не спал. Ти хочеш, щоб я пішла? Понятно. Що тобі понятно? Понятно, что вы не хотите говорить правду. Ти зараз схожий на впертого барана. Никогда не говори мне таких слов в таком тоне. А ти ніколи зі мною теж не розмовляй в такому тоні. І, будь ласка, не мали більше таких дурниць і перестань мене ревнувати до кожного стовпа. Зрозуміло? А ты будешь вытворять все, что угодно. Так что ли? Ребята, прошу вас, не ссорьтесь. Ну що я витворяю? Що я витворяю? Якби ж я собі щось дозволяла? Образливо те, що я тобі вірна, а ти все одно мене ревнуєш. А тебе образливо, что ты верно. И ты ждать не дождется момента, чтобы мне изменить, так? Да нет, Федя, ты неправильно все понял. Федор. Та мені не треба чекати момента. Знаєш, скільки бажаючих зі мною переспати? Ти Ну розумієш? да, ты своего не упустишь, сука. Так ну перестань! Ти хренел чи що? Федя, Федя, ну что ты делаешь? Сука, значит, сейчас мы поедем ко мне, и ты ее трахнешь. Грязная, мерзкая шлюха. Ти Щас мы охуєв поедем. чи що? Я хочу видеть твой позор. Ти нормально? Я хочу вырвать тебя раз и навсегда, шлюха, из своего сердца. Федя, что ты говоришь? Да, а ты что сделаешь? Подрочишь, да? Посмотришь и подрочишь. Да успокойся ты! Ну зачем ты злишь его? Я надіюся, ти зрозумієш, що після цього між нами все. Скотина. Я тебе благаю, будь ласка, замовкни, перестань молоти цю дурню. Прийшовши сюди, я чекала на якісь вибачення, на пояснення того, що було вчора. Ти мене покликав ще? Для чого, я не розумію. А навіщо ти одягла цей хінжаб сьогодні? Ти Що ти- попелюшку знову граєш? Що ти причепився до мого одягу? Це мій одяг, це моє плаття. Слухай, для тебе що така проблема вибачитися? Чи в тебе з цим якісь проблеми, я не розумію? Чи ти вважаєш, що це слабкість вибачитися за те, що ти вчора натворив? І що, окрім вибачення, тебе влаштує? Ти бажаєш, я тобі куплю зараз цей ресторан? Що ти бажаєш? Ти знаєш, мені не потрібен цей ресторан, розумієш? Не потрібен. Чий це ресторан? Боюсь, ресторан не продается. Чего ты влезаешь, чувак? Ты официант или кто? Извините. Слухай, перестань самостверджуватись на офіціантах. Это я самоутверждаюсь Так. на официанта? Так ти. Да ты, говнюк, лизни свою справу. Конечно, я извиняюсь, может, я без так на себя веду, но, по-моему, вы не имеете права называть меня говнюком. Ты говнюк. Понял? Ты говнюк. А ты полное говно! Причем кусок говна. Тупой и ограниченный, как и всякому говну полагается. Сядь на место!
Він реально хворий. Це ненормально так себе поводити. Розумієш? Він реально. Да. І що ти думаєш робити? Однозначно потрібно від нього йти. Однозначно. Але куди? Куди я піду? У мене грошей взагалі немає. Взагалі. Мені повертатися назад в стрип-клуб? Ні, я не хочу. Але ж ти завжди можеш прийти до мене жити. Ну, Просто. я думаю, що не варто. В мене класна, крута квартира, і просто мені потрібні гроші, щоб за неї платити. От і все. Поліночка, вибач, але я зараз не можу повернути тобі гроші. У мене зараз немає ні копійки. Я не думала, що я посварюся з цим козлом. Я тобі поверну все до Нового року. 2000, я пам'ятаю. Вибач, будь ласка. Та ну нормально, все нормально. Не переймайся. Дякую. Да. Знаєш що? Приїжджай до мене, тобі потрібно від нього йти. З іншого боку, розумієш, я до нього прив'язалася. І от він реально дзвонить, він просить в мене вибачення, плаче, і мені його шкода. Розумієш? Тобі потрібно поспілкуватися з психоаналітиком. Ти знаєш, мені тут недавно порадили одного. Кажуть, класний. Так. Угу. Ти до нього ходила? Угу. І він тобі допоміг? Угу. А чого ти мені тоді про нього кажеш? Ну ти ж знаєш, що в мене особлива проблема. Ну не можу я жити в своїй маленькій квартирці із чоловіком. Так. Тому що ти соромишся ходити при ньому в туалет. Да, я соромлюсь. І тому я звернулася до класного психоаналітика. Це ще смішно. Вибач. І що? Ну і коли я прийшла, то виявилось, що це симпатичний, лисий чоловік 40 років. Поліна, я не можу розказати йому про свої проблеми. Я не можу відволіктися від думки про те, що він чоловік. Він каже, що він лікар. А я кажу, що я розумію, я намагаюся йому розповісти, але весь час думаю лише про те, що він думає, що я повна ідіотка. А взагалі, знаєш, він на мене дивиться таким справжнім сексуальним поглядом. І що? Ну, поки нічого. Але він у мене взяв номер телефону. Ну, зрозуміло. А взагалі, знаєш, Полінка, ти сходи до нього. Пам'ятаєш дружину нашого боса? Ну. Він їй допоміг. Угу. Сходи до нього обов'язково. Це я дура, а ти ж нормальна. Ну ладно, перев'язка, з утра обіцяю. На горшок ви мені принесете чи ні? Навіщо ви встали? Будь ласка, зачекайте, я вже йду. Куди ж мені ходить? В штани чи що? Ну а ви що думаєте, що ви в цій лікарні один? Бачите, ще пацієнтка прийшла. Зачекайте. Я вже піду. Вже підеш? Так, все, дякую. Ну добре, дякую, що зайшли. Побачимо. Зізвонимось. Ходімте. Лікарю, я хотіла б з вами поговорити. Я вас слушаю. У мене проблема. Я не можу вийти заміж. Вірніше, у мене є чоловіки. І много їх у вас? Кого? Чоловіків.
Я хіба сказала, що в мене багато чоловіків? Ні. Вірніше, вони в мене є, але не одночасно. У мене було багато чоловіків. Я не сказала, що в мене є багато чоловіків. Я сказала, що в мене було багато чоловіків. Это не совсем так. Послухайте, я чудово пам'ятаю, що я мала на увазі. Вот, возможно, вы имели в виду одно, а выразились совершенно по-другому. Я сказала, що в мене було багато чоловіків. Хотите проверить? Що? Ну, то, что вы сказали. Я могу включить вам запись нашего разговора, и вы сами услышите, что вы сказали «У мене багато чоловіків». Включить? Ви що, це записуєте? Да. У нас такие правила. Ви знаєте, я навіть не знаю, як тепер про це розповідати. Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь, это строго конфиденциальная информация, и нам она нужна исключительно для отчетности. Для якої звітності? Ну, отчетность, что у меня был пациент, и я провел с ним какой-то объем работы, и он должен быть оплачен. Тобто, все-таки цю розмову хтось буде слухати. Вы не волнуйтесь. Честно говоря, это абсолютно формальности. Никто никогда этого не слушает. Ну, тоді навіщо ви це все записуєте? Такие правила. Якось дуже дивно. Давайте продолжим. Ну, гаразд. Чому ми зупинилися? Вы начните сначала. У мене проблема. Я не можу так розмовляти. В мене таке враження, що хтось третій сидить і слухає нашу розмову. Ви можете вимкнути цю хрінь, яка записує нашу розмову? Я бы выключил, но дело в том, что я не знаю, где, как вы выразились, вся хрень выключается. У вас тут як у гестапо все записується? Смешно, да? Такие порядки. Зачекайте, ви сказали, що ви можете мені вімкнути запис нашої розмови. Да. Значить, ви знаєте, де знаходяться кнопки, щоб зупинити запис, перемотати назад і ввімкнути на прослуховування. Почти так. За исключением одной вещи. Якої? Я не могу остановить. Дело в том, что у меня нет такой кнопки. Я могу только перемотать назад и включить на воспроизведение. Угу. А таке взагалі можливо? Да. Вот у нас так. Ви взагалі психоаналітик? Да. У мене вже з'явилися сумніви, чи в потрібний я кабінет зайшла, чи ні. Вы в нужном вам кабинете. Я не вірю, що не можна вимкнути цю хрінь. Извините. Дело в том, что в вас сейчас, скорее всего, говорит какой-то предыдущий опыт общения с бытовыми приборами. Такими как видеомагнитофон или стиральная машина. Пральна машина не підходить. Да, стиральная машина не подходит. Магнітофон підходить. Да, магнитофон подходит. Я потерял мысль. Чому не можна вимкнути цю хрінь? Да, вы просто мыслите стереотипами. У нас нет такой кнопки. По крайней мере, я не знаю, где она находится, которая может остановить запись нашего с вами разговора.
Мгм. Тобто ви хочете сказати, що ви можете лише ввімкнути перемотку назад? Именно. Покажіть. Пожалуйста. Видите, включилась перемотка. Вот теперь, смотрите, сразу пойдет воспроизведение. У мене проблема. Видите, без стопа. Я не можу так розмовляти. У мене таке враження, що хтось третій сидить і слухає нашу розмову. Ви можете вимкнути цю хрінь, яка записує нашу розмову? Я бы выключил, но дело в том... Вот, что и требовалось доказать. Угу. Тобто зараз це вже записується? Да. Ви знаєте, мені казали, що психоаналітики трішки того, але я не знала, що настільки. Угу. У вас тут. У нас тут нет ничего удивительного. Это просто такая техника. Такое оборудование. Я вам дуже дякую. Якось іншим разом. До побачення. Очень жаль. Простите, но мы так даже не подобрались к решению вашей проблемы. Блін. Що? Придурок. Хто? Федя. Приперся з квітами. Да ну. І написав на асфальті «Я тебе люблю». Не підходь до вікна.
Федь, ты чё? Ничего. На черзі міжнародні новини. Тисячі мешканців Риму покинули місто, очікуючи землетрусу, який, за пророцтвом сейсмолога-дилетанта Рафаеля Бенданді, має стати столицею Італії 11 серпня 2012 року, повідомляє агенція France Press. Бенданді розробив власну теорію прогнозу сейсмічних подій, яка не отримала визнання у науковому світі, але вважається, що він спромогся передбачити землетрус в області Фріулі 1976 року. Нифига себе. Алло. Алло, Андрей Васильевич. Да. Это Артем Денисов. Узнаешь? Да, привет. Привет, как жизнь? У меня нормально, а у тебя как? Вот тоже нормально. Какой-то у тебя голос грустный. Почему грустный? У меня нормальный голос такой веселый. Слушай, ты же фотохудожник. Вообще да. А как у тебя сейчас работает? У меня все окей. Времени нет. Ну почему же нет? И время могу найти, есть время, есть. Я тебе хотел работенку предложить. Ты как? Не против? Так я всегда готов, Артем. А как у тебя сегодня вечером? Ну, можешь сегодня? Сегодня как раз вечер у меня свободен. Отлично. Тогда к тебе сегодня подойдет одна девушка. Скажет, что от меня. Ну, она объяснит тебе задачу. Так она вообще знает, где моя мастерская? Да, конечно. Кто же не знает, где твоя мастерская? Ты ж такой крутой фотограф. Ну, а что ей от меня надо вообще? Да она расскажет. Тебе в 6 удобно будет? А который сейчас час? У меня часы не подобают. Полпервого? Ну, конечно, пусть подходит, с удовольствием. Все, окей. Тогда в 6. Рад был тебя слышать. А кто это был? Да я не знаю. Веришь, какой-то Артем. Почему ты не спросил? Да и как-то и неудобно вроде. Вот ты смешной. А что он хотел от тебя? Ну, он хотел работу вообще-то мне подкинуть. Надеюсь, прилично? Отлично, отлично. Ты в школу? Да, в институт. Хочу хоть на последнюю пару успеть. Вот тебе суточная. Суточный? Гав-гав. Шуточная. Скажи, ты не могла бы мне купить телефонную карту, а то у меня денежки на телефоне закончились. Я сегодня в ночь работаю. Вот как. А с Вовой собираешься мириться? Нет, пошел он к черту. Ну, правильно. Не мирись. Можно машину у тебя во дворе оставить? Ну что, ну, конечно, можешь. Какие проблемы? Спасибо. Не хочу на ней ездить. Да. Ну что ты так смотришь? Фантастика. Я просто смотрю, что ты, ну, ни грамма не изменилась. Так это вы с Артемом специально меня так разыграли? Ну да, практически. Ты разочарован? Нет, ну что ты, я безумно рад тебя видеть. Ты что, сразу вспомнил Артема, когда он тебе позвонил? Твоего брата? Сразу. Конечно.
Это то, чем ты сейчас занимаешься, да? Да. Жаль. Что? Да так, ничего. Я не хочу, спасибо. Так что ж тебе жаль? Я безумно рад тебя видеть. Да, ты говорил. Может, выпьем? Да нет, не хочу. Почему? Пожалуйста. Можно тебя поцеловать? А зачем? Просто я рад тебе еще раз. Ну и какими судьбами? Приехал повидаться. Прямо из Америки. Сюда, в Киев. Не верю. Что случилось, да? А чего ты так испугался? Я просто за тебя беспокоюсь. Ты не волнуйся, я ненадолго. Хорошо. Вот что ты теперь здесь развел. В смысле, что? Бледюшник. Какой блядюшник? Это вообще-то моя работа. Мне кажется, ты сама хотела, чтобы я этим занимался. Я хотела, чтобы ты занимался фотографией. Чтобы ты фотографировал для глянцевых журналов. Красивые снимки, а не голых баб, понимаешь? А глянцевые журналы и голые бабы – это одно и то же, к твоему сведению. Ну, хорошо. Ну вот и хорошо. Что? Впрочем, это теперь не важно. А что ты на меня так смотришь? А? Как? Как? Такое впечатление, что я тебя чем-то разочаровал. Если бы только меня. Не понял. Как твоя живопись? Живопись? Я ее забросил. Это благодаря тебе, вообще-то. Я была не права. Ты теперь вообще не рисуешь? Рисуешь? А как же я могу рисовать, когда ты мне купил этот проклятый фотоаппарат, чтобы я фотографировал? Разве этого не помнишь? Ты не помнишь, как ты говорила, что я бездарщина? Что мое место не в живописи, а черт знает где? Это не ты разве мне говорила, чтобы я занялся мужским делом, приносил домой деньги? Это не ты была? Скажи мне. Зачем ты меня слушал? Зачем ты меня слушал? Ну, я сказала, хорошо, но кто из нас мужик? Если это твое призвание, я уехала 15 лет назад, почему ты не вернулся в живопись? А? Где? Ты что, специально прилетела сюда, чтобы мне это рассказать? Да. Что же поменялось в твоем сознании? Что перевернулось? В общем, так. Ты должен опять начать рисовать. Купи себе новый мольберт, если выбросил старый. Ты не должен думать о деньгах, когда занимаешься живописью. Еще не поздно все исправить. А что случилось? Случилось. Что? Ты веришь в пророческие сны? Ну, допустим. Мне приснился странный сон. Его суть в том, что ты совершил большую ошибку тем, что ушел из живописи. Из-за нее и ты, и я должны будем родиться заново, в следующей жизни, чтобы ее исправить.
Чтобы ты исполнил свое предназначение, то, чего от тебя ждет Бог. Ну что ты на меня так смотришь? Как? Как будто бы я сошла с ума. Нет, то, что ты говоришь, это интересно, но как-то непривычно эти мысли слышать от тебя. Ну и что ты по этому поводу скажешь? Мне много лет, чтобы начинать все заново. Вот что я тебе скажу. Тряпка. Что произошло? Ведь не ты ли смеялась надо мной, когда я тебе говорил, что мое призвание – это живопись? Разве не я тебя просил элементарно меня понять? Помочь мне? Быть моей музой? Разве не так? Я была не права, я тебе уже об этом сказала. А жизнь прошла, понимаешь? Еще не поздно все исправить. Не понимаю. Я правда не понимаю. Неужели этот сон на тебя так повлиял? Да. Кофе. Спасибо. Я не смогу больше рисовать. Элементарно потерял навык. Ты сможешь. Я точно знаю, что ты нарисуешь. Расскажи-ка мне, как ты жила, а? Жила. От чего ты смеешься? Я что-то не то сказал? Я не сошла с ума, если ты так подумал. Нет, я вообще не об этом. Это не важно. После того, как мы с Максимом уехали в Америку, через год мы разошлись. И я его не любила, хотя ты никогда в это не верил. Потом я встретила Джона. Его я любила. И еще 3 года спустя мы разбились на машине. Кошмар. Что же тут смешного? Чего ты смеешься? И как твой Джон? Погиб. Что смешного? Знаешь, мне очень надоело говорить о прошлом. У тебя есть душ? Душ? Мне бы очень хотелось принять душ. Ты меня проводишь? Да, конечно, я. Курьера вызывали? Купила карточку. Так я ведь был сегодня на улице уже и карточку купил. Мы можем поговорить? О чем? Мне кажется, что ты стал хуже ко мне относиться. Мне это важно. Давай мы с тобой завтра об этом поговорим. Пожалуйста. А можно мне в туалет сходить? Марьяна. Марьяна!
хотя бы моя машина может некоторое время постоять у тебя во дворе? Ты же понимаешь, ее милиция может искать. Да, конечно, может. Благодарю. Что ты так смотришь? Ты ведь только что была в душе, да? Да. Я спряталась за ширму. Ты ведь не хотел, чтобы она меня увидела? Ну да. Ну да, но я тебя везде искал, и за ширмой тоже. Пока ты меня искал в душевой, я успела выйти. А. Ты ведь меня любил? Да. Ты совершенно не изменилась. Это удивительно. Такая же красивая. Ты ведь вернешься в живопись? Зачем? Значит, ты меня никогда не любил. Любил. Нет. И очень сильно. Теперь я это точно знаю, что нет. Люблю. Почему ты опять поступаешь как скотина, а? Что ты говоришь? Господи, я не хочу опять рождаться, не хочу опять этих мучений, это все ошибки, те же по кругу, таких, как ты, встречать не хочу. Я не хочу. Я не хочу опять. По кругу не хочу. Ты виноват, что я сейчас здесь, потому что ты слабый. Я ведь именно из-за тебя здесь. Да, для того, чтобы себя спасти, но и тебя тоже. Тебе это все тоже предстоит, увидишь. Не нужно думать, что я сумасшедшая, хорошо? Ты ведь именно так сейчас думаешь? Ну хорошо. Сегодня на рассвете в Италии в Риме будет страшное землетрясение. Погибнет очень много людей. Ты об этом узнаешь из новостей или
из газет, но ты обязательно об этом услышишь. Тогда вспомнишь, о чем я говорила. Ты можешь это предотвратить, если ты вернешься в живопись. Там, в духовном мире, там все очень тонко организовано. Одно уравновешивает другое, понимаешь? И если что-то, что уравновешивает, не исполняет свою функцию, вся эта конструкция переворачивается. Хорошо. Позвони Артему. Вот позвони моему брату прямо сейчас. Как в 3 часа ночи? Звони. Звони, тебе тогда все станет ясно. Слушай, да я и номера его не помню. Я скажу тебе номер, позвони. Скажи, что я здесь. Бери трубку. Отвечай, госпожа Приходская. Отвечай. Алло. Артем, привет. Это Андрей. Извини, что так поздно. Какой Андрей? Андрей Соколовский, друг твоей сестры Анны. Ну давай, давай. Привет. Что случилось? Видишь ли, тут передо мной стоит твоя сестра и просит, чтобы я тебе позвонил. Старик, ты в своем уме? В смысле? Она погибла. 10 лет назад. Как? Она здесь, вот она стоит передо мной. Алло. Ты что, пьяный? Нет. Она разбилась. В автокатастрофе со своим вторым мужем. 10 лет назад. В Америке. Подожди. Хватит меня разыгрывать. Она вот стоит передо мной. И ты же сам сегодня днем мне звонил по телефону, сказал, что подкинешь работенку. И в 6 придет твоя знакомая. Я тебе сегодня не звонил. У меня даже номера твоего нет. Мы столько лет не общались. Перестань меня доставать. Теперь-то ты понимаешь, что дело не в пророческом сне. Это все явь. Если бы ты меня хоть немножечко любил, мог бы быть спасен. Подожди, ты считаешь, что нужно убивать всех лжецов? Тогда нужно всех людей убивать на планете. Ну вот это был бы идеальный вариант.
Ты серьезно? Так, давай не будем заводить метафизические разговоры, хорошо? Какие еще метафизические разговоры? Видишь ли, чтобы ты поняла, что я не шизик, а просто мне открылась некая метафизическая реальность. Я тебе еще раз повторяю. Чтобы ты поняла, что я не шизик, а просто мне открылась некая метафизическая реальность, которая мне говорит о том, что нужно убивать лжецов, пока они не уничтожили весь мир, нужны условия. А самым главным условием является твой эмпирический опыт, который у нас с тобой разный, очень разный. И поэтому мы не можем понять с тобой друг друга. Именно в этом вопросе. Понимаешь? Я живу с психом. Мне, наверное, на роду написано любить идиотов. Старший сержант Копорин, пожалуйста, техпаспорт права. Аптечка есть? Есть. Покажите. Вот аптечка, вот отбитый. Хорошо. Вмятина на крыле. Справка об аварии у вас есть? Это не авария, это кто-то ногой ударил. Ну ладно, девушка, что вы мне рассказываете? Да я правду говорю, я плохо припарковалась на стоянке, кто-то стукнул. Нет, От это злости. правда. Ну хорошо, я сегодня добрый. Платим штраф за превышение скорости. Но мы же не превышали скорость. Превышали. А как вы это докажете? Я разговаривать больше не буду. Или платить, или поехали, будем разбираться. Подождите. Погодите, а за что? За превышение скорости. Как? Подождите, сколько мы должны вам заплатить? Поехали, там разберемся. Нет, погодите. Подожди, Марьяна, Вова! можно на секундочку, Вова, да? подожди. Подожди меня. Вот вы, по-моему, прямо сейчас у нас взятку вымогаете. Я правильно понял? Или, может, что-то недопонял? Там больной у вас, да? Не обращайте внимания, давайте мы заплатим штраф и разъедемся. Поехали, там разберемся. Нет. Ну подождите, не уходите, давайте поговорим. Действительно, давайте поговорим. Не уезжайте, пожалуйста. Смотри. Сейчас он... Ситуация простая, да. Да посмотри, он выпендривается. Сейчас будет как девочка ломаться. Так, ребята, в машину садитесь и следуйте за мной. Вот. Все. Какого черта ты лезешь, когда тебя не Как просят? это я буду не лезть, когда человек тупо нагло у нас взятку требует? А теперь мы поедем в отделение, проведем там фиг знает сколько времени. Ты головой своей думай. Ага. Козел. Конечно, козел. Только не я, а он. А ты умный, блядь. Вова, сиди, молчи, я буду с ним разговаривать сама. Почему вы стоите? Следуйте за мной. Давайте мы вам заплатим. Ребята, пожалуйста, поехали в ГАИ. Не заставляйте меня принимать крайние меры. Все, надо ехать. Не надо. Куда ты пошел? Подожди. Вова, ты куда идешь? Вова, подожди! Вова, иди в машину, вернись. Товарищ сержант, давайте разберемся. Мы утверждаем, что мы не превышали скорость. Едем на пост ДАИ, там будем разбираться. Вы пользуетесь тем, что на вашей стороне сила. И вы пытаетесь нас унизить, нас проучить, но вы-то понимаете, что мы ничего не нарушали. И вы это понимаете, и мы это понимаем. Но вас задело то, что мы посмели отстаивать свою правоту. Вы ведете себя очень нагло. Вова, иди сюда. И если вы думаете, что вы сможете нас проучить, то вы очень ошибаетесь. Вы так ошибаетесь, что это ты пиздец. хочешь, мальчик? Сейчас поймешь, если успеешь. Ты идиот, зачем ты это сделал? Откуда у тебя пистолет, кретин? Поехали.
хочешь за ночь? Мне спим с клиентами. Да ладно тебе. $2000 хватит? Нам запрещено спать с клиентами. Перестань. Руками трогать тоже нельзя. Так иди нахуй. Прости. Придурок. Кто? За вторым столиком сидит. А что он сделал? Что он сделал? Ты знаешь, кто он? Это папик. Нашей девочки, которая здесь работала, Полина зовут. Черненькая такая, помнишь? Нет. А ты, наверное, ее не застала. Он вообще очень ревнивый, да жуть. А что он тебе сделал? Хотел трахнуться за 2 штуки баксов. Классно. Надо будет сказать ей об этом. Алло. Ты дома? Да. Как себя чувствуешь? Я нормально. Что делаешь? Тебе-то что? Вообще-то твоя девушка мне не безразлична, как ты там. Угу. Ты знаешь, мне кажется, тебе больше не стоит мне звонить. Я офигею от тебя. Ты вообще нормальный? Вова, блядь, ты человека убил. Какого черта ты ведешь себя, как будто я злодей, ты невинная овечка? Ты хочешь убежала с убийцей? Я в шоке просто. Вова, ну так нельзя. Это ненормально. Ну так я тебе говорю, не звони сюда больше. Так ты этого хочешь? Это ты этого хочешь. Откуда тебе вообще знать, чего хочу я? Потому что ты сказала мне вчера, что ты не хочешь жить с убийцей. С неподдельным страхом на лице. И поэтому я почувствовал, что я действительно... Какой-то мерзавец, гнида и отвратный человек. Хорошо, что ты это хоть понял. Послушай, я все равно считаю, что я прав. Да ты больной на голову! Дура. Курица. Ебанутый, блядь. Придурок. Кто? Кретин. Алло. Прости. Ничего. Вов, ну ты такую кашу заварил.
Меня с работы уволили. За что? За драку с клиентом. Как? Объясни. Как? Он меня говнюком назвал. И у меня нервы сдали. Вова. Ну, сидел, выпендривался перед девушкой своей. Говорил, что хочешь, я тебе подарю этот ресторан. Ну, а этот ресторан Принадлежит жене этого депутата. Ну как его? Ну я поняла, я не помню. А я почему-то возьми и вклинись в разговор и говорю, нет, уважаемый, у вас не получится купить этот ресторан. Какого черта ты к ним полез? Потому что день у меня плохой. Он меня начал обзывать. Ну я не выдержал. Я сначала терпел, но потом я говорю, ты сам говно полное. Вот. Но он полез драться. И как в кино. Перевернутый стол лужа крови. Ты его убил. Нет, я его не убил. Это моя кровь. Из носа текла. Но я ему тоже приложился. Видишь, что бывает, когда человек нервничает без поддержки? Ты знаешь, я драться не хотел. Но Я тоже не железный, и нервы у меня есть. я не спал всю ночь. И мне все было настолько противно, и вообще я сам себе был настолько противен. Кошмар просто, понимаешь? Вот. Мой котик дрался. Хотела бы я на это посмотреть. Тебя люблю. Я тебя тоже. Очень-очень. Сильно-сильно? Да. Тебя хочу. И я. Что ты сейчас делаешь? На кровати на нашей. Хочешь, я тебя трахну? Потрогайся пальчиком. Трогаешь? Галочка, нужен твой телефон. Дай, пожалуйста, мне начну закончились. Вов, извини, пожалуйста, у меня тут телефон просит. Я к тебе через час приеду. Да, давай. Ты не вовремя. Ну, прости. А что ты делала? С любимым разговаривала. Ну не обижайся, я не хотела. Вовка, как мы будем дальше жить? Хорошо. Очень хорошо. Ну что теперь делать? Что мне тебе на это ответить?
Ну объясни, ну чем ты думал, когда ты это совершал? Может, ты меня не будешь пилить сейчас? Что значит пилить? Ты человека убил. Это не просто так. Ты о последствиях подумал? Тебя даже спросить нельзя. Послушай, ты не понимаешь. Я не понимаю. Вы слепы, вы не видите ничего вокруг. Да, я убил человека, но вокруг столько лжи, что мое убийство – это капля в море. Ты имеешь право на убийство, потому что вокруг много лжи? Я имею право убивать лжецов, которые могут уничтожить этот мир. Вокруг ложь. Ложь, которая диктует нам свои правила игры. Ты не видишь? Все люди живут по этим правилам. Никому нет дела ни до Бога, ни до человека, ни до правды, ни до истины. Все как-то пытаются устроиться в этой жизни. И на белое они будут говорить черное. А на черное они скажут, что это белое, если это надо, если это выгодно. Ты заметила, что нас вообще-то очень много стало на земле? Мы как саранча плодимся, уничтожаем все живое. И я хочу защищать тех, кто не может защитить себя. Природу, деревья, рыбок, птичек, я не знаю, но я на их стороне. А значит и на стороне Бога, который их создал. Я против человека, в принципе. Человек лжив. Он придумывает благовидные формулировки своим варварским инстинктом, причем инстинктом, вооруженным знанием. Колоссальным знанием, способным уничтожить все живое. И я не хочу этого. Я хочу, чтобы Божий мир был сохранен. И для этого нужно, чтобы как можно меньше в этом мире было лжецов. Чтобы людям не врали. Я правды хочу, понимаешь? Правды. Ты противоречишь себе! В чем? Ты хочешь сохранить мир и для этого убиваешь людей. Лжецов, а не людей! И именно поэтому я буду убивать лжецов и негодяев. Я тебя не понимаю. Ты ебанутик. Ты поклонник Бен Ладена? Я, по крайней мере, не поклонник Обамы. Значит, Бен Ладен тебя чем-то не устраивает, да? Я хочу убивать лжецов. А как ты узнаешь, кто лжец, а кто нет? Кто вообще тебе дал право решать, кому жить, а кому умирать? Я лжецов знаю. О своей жизни ты подумал? О себе ты подумал? Ты не хочешь завести семью, детей, простого человеческого счастья? Мое будущее мне обломали. Кто? Сама знаешь. То, что тебя из института выгнали. Не только. Значит, будущего у тебя нет. У меня есть будущее, если ты будешь верить мне до конца. Верить во что, Вова? Ты будешь террористом номер один? А если я террорист, значит ты меня бросаешь, да? Ну, конечно, бросаю, потому что я хочу нормальной жизни. А нафиг нужно, тебя же в тюрьму посадят. Значит, ты решил убивать лжецов, правильно? Подожди, если у нас какие-то проблемы вообще в отношениях, значит ты меня бросаешь. Да, вот такая твоя... Да не бросаю я тебя! Ответь на вопрос.
Ты решил убивать лжецов. Да. Ты решил убивать всех лжецов без разбору? Это твоя идеология, это твоя программа? Подожди. Если человек лжец, он достоин смерти, правильно? Да. А если на твоем пути встретится человек, который лжец, но которого ты по тем или иным причинам не убьешь, это возможно? Ну и смотри, если человек лжец, то он по-любому достоин смерти. Или ты можешь сделать исключение, если какой-то особый случай. Это зависит от злостности сделанного им поступка и от чего? доступности От доступности. подонка этого. Да. То есть, если он доступен, ты его убьешь. Да, да. Хорошо. То есть, если появится кто-то, кого по той или иной причине ты не убьешь, хотя мог бы, это будет означать, что ты нарушил как бы свою идеологию, да? Ты пошел вразрез с ней. Ну, это противоречит тогда. Идеология это... это противоречит. Значит, это невозможно. Значит, если это противоречит идеологии, тогда идеология рушится. Да, выходит так. Ну, согласен? То есть, если ты идешь вразрез своей идеологии, даже если это невозможно, допустим, Ну, пообещай мне, пожалуйста, что ты больше никого не будешь убивать. ты о чем? Что ты вообще имеешь в виду? Я имею в виду то, что тебе придется убить меня. Потому что я лжец. Лжица, я не знаю, как правильно. У меня есть любовник. Значит, по твоей идеологии я достойна смерти. Убей меня. И кто? Какая разница? Он появился за счет тебя. Он помогал мне материально, когда у меня были проблемы. Куда ты собрался? Я иду гулять. Вов, ты никуда не пойдешь. Руки убрала от меня. Вова, подожди! Бери руки! Что ты такой насупленный? Ничего. Я заходить к нему не буду. Мы только машину заберем. Видишь, как себя нормальные люди ведут? Он ненормальный. Конечно, а ты нормальный. Я нормальный. Марина! Марина! Вова! А что означает, что ты нормальный? То и означает, что я нормальный. Подожди, пожалуйста. Допустим, ты нормальный, но ты понимаешь, что ты не Бен Ладен? Ты понимаешь, что ты интеллигентный мальчик из интеллигентной семьи? Почему ты мне сейчас так говоришь, а? Потому что ты уже непоследователен. Ты меня не убил. Вова, ты не чист перед своей совестью. Это понятно. Ты так жить не сможешь, Вова. Ты нарушил свои принципы. Нарушил. Вов, тебе не быть террористом, ты это понимаешь? Мне сейчас в милицию пойти, может быть, да? Да не- Зачем ты мне по 100 раз одно и то же повторяешь? Я что, идиот какой-то? Последние события говорили именно об этом. Хорошо, пойти в милицию сдаться. Я готов. Не надо сдаваться в милицию. Просто повторять этого больше никогда не надо. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты так больше никогда не делал. Сколько можно мне это повторять? Не, ну правда, ну реально.
Мы можем идти? Можем, идем. Слышишь? По-моему, здесь живет один мудак. Андрей Соколовский. Ну да. Что да? Вещи складывай. Или ты не Что да? Ты с ним спала, что ли? Между прочим, этот мудила известный фотохудожник. Ты с ним спала? Марианна, этот мудак, он ничтожный фотохудожник. Вова, зато он признанный. Да хрен с ним, тем, что он признанный. Ты знаешь, что он у нас преподавал? И он мне даже помогал, напечатал 2 Вова, моих не работы. кричи. Да что ты? Прости меня! Так вот, слушай дальше. Этот человек две мои фотографии помог в журнал разместить, когда у меня все хорошо было в институте. А когда меня выгнали, я ему принес свою работу, он мне тут же сказал, что они говно полное. Понятно тебе? Допустим, он дерьмо. Да! Но давай мы все-таки поднимемся и попросим у него денег. Даже мы говорили о том, что мы вообще не будем никуда ходить. А что мы будем делать в деревне без денег? Где мы их возьмем? Я не знаю. Ну, хочешь, вместе поднимемся? Так, Хотя мы договаривались, что не будем подниматься к нему. Так? Давай я сама поднимусь, если ты не хочешь. Вова, ну мы должны на что-то жить в этой деревне. Я вижу, ты хочешь его увидеть очень. Я не хочу его увидеть, я хочу... все понятно. Я иду за деньгами для нас с тобой, я решаю наши с тобой проблемы, между прочим. Подожди меня здесь и никуда не уходи. Только никуда не уходи. Вов, я люблю тебя. Да пошла ты нахрен. Курйозні новини з-за кордону. Сьогодні всі інформаційні агенції світу починають свої повідомлення зі столиці Італії – Риму. І, як і припускали скептики, землетрус, який пророкував сейсмолог-дилетант Рафаель Бенданді, не відбувся. Кінець світу можна відкласти. На думку деяких відомих вчених, нічого наукового у пророцтві цього не буде.